Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам вот такой нежный ажур, который идеально подойдет для вязания летних изделий, маечки, футболки, летние кофточки очень красиво будут выглядеть с таким узором. Также он подойдет для вязания шалей и палантинов. Идеальным он будет, если вы что-то нарядное, вечернее себе хотите связать. Посмотрите, как он выглядит при вязании снизу вверх. Если же ваше изделие предполагает вязание от горловины, он будет смотреться вот таким вот образом. Также красиво и изящно. Изнаночная его сторона выглядит вот так. Этот узор можно вязать практически из любой гладкой пряжи. Также подойдет здесь пряжа с легкой такой фактурой. Минималистичное букле подойдет. Красиво будет выглядеть из кидмахера. Махер можно пробовать, я не пробовала из махера вязать, но думаю, тоже будет очень интересно он выглядеть, если не слишком большой ворс у махера будет идти. Но все это нужно пробовать. К спицам узор не особо привередлив, но здесь достаточно большие дырочки, поэтому с моей точки зрения спицы лучше подбирать или же по рекомендациям производителя пряжи, или же на полразмера, на размер меньше, чтобы не было изделие слишком дырявчатым. В исполнении этот узор, я бы сказала, средней сложности. Сложного здесь особо ничего нет. Рисунок формируется только по лицевой стороне. Единственная сложность – это не заблудиться, не запутаться в накидах и убавлениях. Хотя провязав буквально 6 рядов, дальше становится интуитивно рисунок понятен и вяжется на одном дыхании. Раппорт этого узора составляет 18 петель в ширину и 24 ряда в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора, поэтому набрала 21 петлю. 18 это петли узора, 1 петля симметрии и 2 кромочные петли. Давайте начнем вязать. Первый ряд кромочная петля, я ее просто переснимаю, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При убавлении вправо петли на спице должны расположены быть классически, то есть первая дужка смотреть на меня. И провязываю я их вот таким вот образом. Далее идет накид, 4 лицевые петли, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть развернуты, то есть вторая дужка смотреть на меня. И провязываю я их вот таким образом. Далее идет накид, 1 изнаночная петля. И продолжаю вязать симметрично. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые петли, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии, здесь она изнаночная, и кромочной петлей. Все четные ряды в этом узоре провязываются изнаночными петлями. Накиды также провязываются изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, соответственно, четные круги вы провязываете лицевыми, накиды также провязываются лицевой открытой петлей. Я думаю, здесь никаких сложностей возникнуть не должно, поэтому все четные ряды, за исключением тех, в которых будут какие-то особенности, я буду провязывать за кадром. Третий ряд. Кромочная петля,
1 изнаночная, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Неважно 3 или 2, при убавлении влево петли должны быть развернуты, и провязывать их можно двумя способами. Здесь я покажу простой способ, которым пользуюсь я. В следующем ряду, где будут такие же петли провязываться, я покажу, как это провязывать протяжкой. Итак, 3 вместе, лицевой с наклоном влево. 1 лицевая, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, 1 изнаночная и симметрично. 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь я также провязываю простым способом, вот таким вот образом. Все 3 одной лицевой. Далее идет накид, и он заканчивает раппорт узора. Ряд я заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. 5-й ряд. Кромочная, я ее переснимаю. Дальше раппорт узора 1 изнаночная петля, двойной накид. Как он провязывается? Это так мы провязываем накид. А второе обвитие – это и есть двойной накид. Далее идут 3 петли вместе со второй центральной петлей. Для этого я первую и вторую петли меняю местами. Левой спицей за работой поднимаю первую петлю, а правой перед работой вторую петлю. Вот таким образом я их поменяла местами, и далее провязываю все 3 одной лицевой. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, 1 изнаночная и симметрично, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Вот таким вот образом я их поменяла местами и провязываю вместе. Далее идет двойной накид, и им я заканчиваю вязать раппорт узора. Вы вяжете то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия, повторяя с первой петли по 18. Ряд же заканчивается петлей симметрии и кромочной. 6-й ряд я провяжу вместе с вами и покажу, как провязывается по изнаночной стороне двойной накид. Итак, 6-й ряд, кромочная, я ее просто переснимаю. 1 лицевая разделительная петля, и вот у меня двойной накид. Первый накид я провязываю открытой изнаночной, а второй накид я провязываю лицевой скрещенной, вот таким вот образом. Дальше идут изнаночные петли, 2, 3, накид я провязываю изнаночной петлей и еще 2 изнаночные. Далее лицевая – это разделительная петля, 2 изнаночные, накид провязываю изнаночной, еще идут изнаночные петли, и таким образом я вяжу до конца ряда. Вот двойной накид, его я также провязываю. Первый изнаночной, его сбросила, а второй лицевой скрещенной петлей, вот таким вот образом. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. В изнаночных рядах это у меня изнаночная скрещенная петля. 7-й ряд. Кромочная петля, я ее просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная, двойной накид, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. В этом ряду я покажу, как можно еще провязывать это убавление. Я провязываю первую
петлю лицевой. 2 следующие петли я разворачиваю первой дужкой ко мне, возвращаю провязанную петлю на левую спицу и через нее перебрасываю следующие 2 петли поочередно, вот таким вот образом. Возможно, кому-то так будет проще провязывать это убавление. Все, эта петля провязана, поэтому я ее просто переношу на правую спицу. Дальше идет 2 вместе лицевой с наклоном влево, с наклоном вправо. Накид. 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я провязала первую петлю, вторые 2 развернула первой дужкой ко мне, первую провязанную петлю вернула на левую спицу, через нее перебросила оставшиеся 2 петли и пересняла ее на правую спицу, так как она уже провязана. Дальше идет двойной накид, изнаночная петля и симметрично. Двойной накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. При этом убавлении петли должны быть открыты, вторая дужка смотреть на меня. На правую спицу я переношу первые 2 петли, а третью петлю я провязываю лицевой. И через нее поочередно перебрасываю первые 2 петельки. Вот таким вот образом. Все, она провязана и остается на правой спице. Дальше идет накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 вместе лицевой с наклоном влево. Я также переношу петли, 2 первые петли на правую спицу. Петли должны быть развернуты, вторая дужка смотреть на меня. Третью петлю провязываю лицевой и через нее перебрасываю первые 2 петли. Вот таким вот образом. И двойной накид. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии, здесь она изнаночная, и кромочной. В изнаночном ряду двойные накиды провязываете точно так же, как я показывала чуть раньше. 9 ряд. Кромочную я просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная петля, 2 лицевые, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. 2 первые перенесла на правую спицу, за работой подхватила первую петельку, а перед работой вторую. И таким образом я их поменяла местами и провязываю все 3 одной лицевой петлей. Вот таким вот образом. Дальше 2 лицевые петли, двойной накид, 1 лицевая, 1 изнаночная и симметрично. 1 лицевая, двойной накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, также меняю первую и вторую петли местами и провязываю их одной лицевой. И 2 лицевые. Раз, два. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 11 ряд. Кромочная петля и вяжу раппорт узора. 1 изнаночная петля, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых петель, раз, два, 3, 4, 5. Накид, 1 изнаночная и симметрично накид, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая петля. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 13 ряд. Кромочная петля, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые петли, 2,
3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 изнаночная петля и симметрично. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 4 лицевые петли, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево и накид. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 15 ряд. Кромочная петля, 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я провязываю как мне удобно. Вы можете провязывать любым способом. В изделии это будет выглядеть абсолютно одинаково. Далее накид, 1 изнаночная и симметрично накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 1 лицевая. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 17 ряд. Кромочная петля, я ее просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная петля, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 3 вместе со второй центральной петлей. Для этого я первую и вторую петельки меняю местами и провязываю их все вместе 1 лицевой. Далее идет двойной накид, изнаночная петля и симметрично. Двойной накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Вот таким образом я их провязываю. Дальше идет 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 2 лицевые петли. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 19 ряд. Кромочная петля, 1 изнаночная, двойной накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 вместе лицевой с наклоном влево и двойной накид. Изнаночная – это разделительная петля и симметрично двойной накид, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом я провязываю. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 вместе лицевой с наклоном вправо и двойной накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. 21 ряд. Кромочная петля, 1 изнаночная, 1 лицевая, двойной накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я меняю первую и вторую петлю местами и провязываю 1 лицевой. Вот таким образом. Далее 2 лицевые, изнаночная и симметрично 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей и провязываю их вместе 1 лицевой. Далее 2 лицевые петли, двойной накид
и 1 лицевая. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной петлей. 23 последний лицевой ряд этого узора. Кромочная петля, 1 изнаночная, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 1 изнаночная и симметрично 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5 и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Вот, посмотрите, как выглядит один раппорт узора. Светлой пряжи, мне кажется, даже намного интереснее он выглядит. Но это все субъективно, и это дело вкуса. Надеюсь, сам узор вам понравился, и вы обязательно подберете пряжу и что-нибудь себе красивое на лето свяжете. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек и до встречи на канале!